Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Hardwood. Сегодня мы продолжаем отделывать металлическую колонну деревом. В предыдущих видео мы уже сделали первый ярус, сделали различные плинтуса, занимались изготовлением решеток. Было много чего интересного и полезного, на мой взгляд. А сегодня мы будем заниматься составными молдингами. Это будет корона над первым ярусом. Несмотря на то, что тема о составных молдингах у нас уже была, сегодня еще раз пройдем ту же самую тему, закрепим пройденный материал, так сказать. Я буду уже показывать на конкретном примере. Я специально придумал вот этот профиль. Расскажу сейчас, как он будет выглядеть. Пошел я по пути наименьшего сопротивления. Просто взял те обрезки, которые у меня были. Посмотрел, какие профили друг с другом хорошо сходятся. И вот на основании этого просто приложил и вычертил вот такой профиль на миллиметровке. Почему миллиметровка, думаю, объяснять не надо. Это позволяет сразу видеть сечение деталей. Вот я приблизительно начертил размеры. Почему приблизительно? Потому что профиль на самом деле будет иметь размер чуть-чуть поменьше. Там будут некоторые нюансы. Плюс еще надо сделать запас на стыковку. В зависимости от этого, от конструкции самого молдинга, от типа стыковки, надо выбирать размеры заготовок. То есть, если вы будете стыковать через зигзаг, например, через зигзаг 1 мм, то, соответственно, этот миллиметр нужно учитывать. В том, чтобы напилить и нафуговать несколько заготовок, нет ничего сверхъестественного, поэтому немножко экшена. Согласно чертежу я сделал несколько заготовок, пошире, поуже и вот такие тоненькие, совсем узенькие. Сейчас буду их фрезеровать. Фрезерный стол у меня стоит в углу, это не очень хорошо, потому что я не могу фрезеровать длинные заготовки. Но с другой стороны ничего такого сверхъестественного в этом нет. Просто я распилю заготовки, укорочу их и буду спокойненько гонять на малых площадях. Прежде рассмотрим фрезы, которые будут применяться. Они у меня собраны здесь в коробочке под этот проект специально. Так, что у нас здесь? На верхней планке будут участвовать две фрезы. Первая фреза вот эта. Артикул здесь не совпадает. Эта коробка не от нее. Вот такая фреза. Нижнюю часть этого профиля буду гонять вот такой VPV-шной фрезой. Вот, наверное, вот это, кажется, ее правильный артикул. Нижняя планка будет фрезероваться вот этой фрезой, но буду использовать не весь профиль, а только его часть. То есть вот эту волну плюс вот эта ступенька. И вот эта средняя часть, это будут дентлы. Дентлы я буду делать вот такой. Вот такой фрезой. Вот ее артикул. Итого нам понадобится всего лишь 4 фрезы. Вот они здесь представлены. Вот получается такой замечательный нижний профиль. Кстати, эта фреза имеет диаметр хвостовика полдюйма, то есть 12,7 мм. И, соответственно, цанга здесь у меня также установлена полдюймовая. То есть цанга 12 мм сюда не годится. И вот такие цанги полдюймовые существенно расширяет ассортимент фрез, которые я могу применять. Ну и, соответственно, расширяет возможности фрезера. Следующая на очереди вот эта фреза. Но здесь уже хвостовик 12 мм, поэтому цангу я меняю. Вот ради любопытства покажу. Цанга полдюйма. Здесь фреза болтается. А вот цанга 12 мм. Здесь фреза садится плотно. Нарезал следующий комплект деталей и будем гонять по второй фрезе. И следующая фреза, это нижняя часть профиля, тоже буду гонять за 2 прохода. Вот такой замечательный профиль. Откладываем в сторону и сейчас будем заниматься самым интересным. Нарезать дентлы. Для того, чтобы нарезать на детали дентлы, в простонародье их называют также зубчики, шашечки, как угодно назовите, нужно собрать примитивный кондуктор. Это будет такой же точно, как мы делали для изготовления деревянных решеток. То есть у нас есть 2 бруска, между ними помещаем деталь. Также у нас обязательно дистанционная позиционирующая проставка. Вот. И вот такие маленькие полозья
будет связывать конструкцию воедино, между ними будет ходить фрезер. Для того, чтобы вся конструкция не была слишком плотной, подложим какую-нибудь картонку, бумажку, все, что под руку попадется. Практически все готово, осталось сделать контрольный проход фрезером. Я уже предварительно выставил глубину фрезерования. Все готово, снимаем струбцину и будем устанавливать шаг дентлов. Дистанционную планку смещаем, смещаем как нам больше нравится. Вот это смещение как раз и будет определять ширину дентлов. Я уже сделал один проход на бруске. И остается последний штрих. Нужно вклеить вот такой позиционирующий штифт. Вклеиваться, естественно, он будет в позиционирующую планку и будет ходить в зацеплении с основной деталью. Ну и дальше плоскость я выведу, просто сострогаю излишки. Дадим хорошенько высохнуть, а потом сострогаем просто при помощи рубанка. После того, как дентлы сформированы, то есть нарезаны сами зубчики или вот эти шашечки, как хотите назовите, нам нужно еще оформить нижнюю сторону. Фреза у нас уже выставлена по глубине, поэтому теперь нам остается только установить параллельный упор и при помощи параллельного упора пройтись по краю для того, чтобы оставить здесь небольшие квадратики. Для того, чтобы на планке фрезер не опрокидывался, я увеличил площадь опоры. У нас заготовки 2, поэтому вторую заготовку я кладу рядом. И такой существенный момент. Если делать съем за один проход, то возможны сколы, которые будут образовываться на ребре. Для того, чтобы этого не происходило, фрезеровать я буду сначала в попутном направлении, то есть фреза будет загребать у меня в этом направлении. Этим я сформирую нижнюю кромку, а потом финишный проход уже пройду как положено, как обычно. Вот я прошел небольшой отрезок. Получается отличные дентлы. Получились вот такие замечательные зубчики. Предстоит еще небольшая шлифовка, но в принципе профиль уже готов. И после небольшой шлифовки можно будет склеивать профиль воедино. Если все рассчитано правильно, то профиль замечательно сходится. Склеивать я буду по задней стороне, потому что здесь у меня все прифуговано. Но если задняя сторона будет не плоская, какая-то фигурная, то потребуется позиционировать друг относительно друга эти делянки. И для этого есть различные способы. Начиная от фрезерования зигзагом, фрезерования пазов, либо вставки, например, ламелей или каких-то вставных шипов. Здесь главное не переборщить с клеем, потому что если он вылезет, то будет неудобно его вычищать из дентлов. Но здесь, как видите, клей нигде не выступил.
но клея достаточное количество. И минут через 20 можно будет снять струбцины и уже начинать запиливать профиль. При помощи цикли убираем выступивший клей или возникающие неровности для того, чтобы поверхность плотно прилегала к боковому упору, чтобы точно отторцевать детали. И вот получился такой замечательный стык. Все ровненько, все хорошо сходится. Рамку я уже примерил, все прекрасно сходится. Сейчас нужно набить пазы для вставных шипов. Буду соединять при помощи домино D500. Вот этот агрегат. Приступаем к склейке. Вставные шипы будут не только позиционировать, но еще и дополнительно удерживать детали между собой. Использовал вот такую стяжку, 4 шпильки с уголочками. Давно и пользуюсь, удобная вещь. И осталось только этой рамке высохнуть. Но тут закономерный вопрос. А как же мы эту рамку будем надевать на колонну? Все очень просто. Склеены только два угла, а вот эти два угла у меня не склеены, они просто состыкованы без шипов. В результате мы получим две Г-образные конструкции, которые потом уже соединим на колонне. Снимем стяжку и посмотрим, что получается. Вот он стык. Сейчас он просто на вставных шипах, на доминошках собран для того, чтобы позиционировать его. Ну что, приступаем к сборке? Да. Да. Будешь папе помогать? Да. Молодец. Это камера. Да, это камера. Держи вот тут, вот так держи. Держи вот так. Вот. Сильнее, сильнее держи. Молодец, молодец, хорошо. Так, держи, держи, помогай папе. Помогай, помогай. И мы закончили еще. Ой. Какая дырка. Надо как двинуть, надо двинуть. Смотри, это что, кусачки? А это что, пассатизы? Да. Все отлично сходится. Дождемся высыхания. Да? Да.